Всем привет! Сегодня у нас на обзоре довольно яркие R78 от Puma. Если же брать женская версия, там есть Shine. Более модернизированные это Futro. Если же брать нашу версию, то это именно Mesh, что означает сетка. У меня две модельки сегодня. Это красная с черным, а также серая с синим. Коллекция весна-лето 2020 года. Также есть переиздания, как вот, например, Futro и прочие. Это 21 уже год. По сути, сильно эта ситуацию не меняет. Модельки очень между собой похожи. Модели очень такие весенние, летние, благодаря комбинации разных смелых цветовых сочетаний. Сделаны они во Вьетнаме. Имеют классический силуэт беговой обуви 70-х годов. Предшественники же модели именно в велюровом исполнении это были Cabana Racer для серьезных бегунов на то время. Что касается сейчас, то в целом эти модельки подходят на стрит-стайл, вот повседневная носка. По вентиляции они примерно среднего уровня, так как эко-кожа здесь составляет, на взгляд, примерно 30%. Все остальное это разные комбинации материалов. Это атласная ткань на заднике и на язычке, также ТПУ, вставочка на пятки. Шнурки обычные, плоские, белого цвета, причем вне зависимости от расцветки, если это, конечно, не черная женская модель. Серая в 42,5 размере, черная с красным в 42. По размерам мы сейчас поговорим отдельно. Что касается подошвы, она здесь из Evo. Это стандартная пена для Puma, довольно плотная, по амортизации ниже среднего. По весу они средние, не скажешь, что самые тяжелые, и в то же время не самые легкие. Внутренняя подкладка здесь абсолютно обыкновенная. У кого проблемные пятки, будут их быстро убивать, у кого с этим все норм и нормально шнуровать, прослуживает гораздо дольше. Внутренняя часть, как всегда, с катоновой основой, начиная с середины до носка. Вклеенный картон для того, чтобы форму держали. Softfoam стельки. В обеих случаях довольно плотные и мягкие. Без Softfoam стелек, конечно же, они были бы более твердые и менее удобные. ТПУ вставочка с брендингом. Он здесь идет с внешней стороны, на язычке, на заднике, на подошве, то есть все броско, видно, что это Puma. Подметка идет елочкой, довольно похватистая, заходит не на всю подошву, так как здесь имеется небольшая выемка, словно такие подотверстия в материале. Это именно вот RS-серию характеризует. На ногах они сидят довольно уверенно, но вот что касается самой колодки и вверх, он очень обтягивает и обхватывает ногу, особенно в районе носка. То есть они очень узкие такие идут. Со временем они, скорее всего, конечно же, расходятся, но вначале это будет такой себе дискомфорт. Поэтому не каждому они подойдут, и людям с широкой ногой, я думаю, лучше воздержаться от этих кроссовок. По расстоянию пальца спереди 42,5 немного лучше, но при этом у меня уже болтается пятка, поэтому тут очень спорно, все же я бы взял свой размер, несмотря на то, что они мне жмут, потому что 42,5 мне пришлось бы сильно шнуроваться. На залом ведут себя адекватно, этому материалу вряд ли что-то будет, вот так вот 42,5, то есть палец на приличном расстоянии. Что еще хотелось бы отметить, не рекомендую эту обувь также людям, у которых проблемы есть с постановкой стопы, если нога заваливается наружу или вовнутрь, так как такая подошва, ласточкин хвост, она не сильно подойдет, будет жесткий завал и вам будет дискомфортно.
Еще есть такой нюанс, что атласный язычок немножко зажимается, нужно сразу его правильно поправлять, иначе он торчит или наоборот сильно зажимается. В целом моделька интересная, сразу броская, на улице узнаваемая. Я сразу, то есть, вижу людей, сейчас множество людей купило, у них прайс в районе 50 плюс баксов, и они, в принципе, пользуются спросом. На лето очень жаркое, конечно же, не рекомендовал бы, но в целом есть люди, которые ходят и в закрытой обуви, для них это будет вполне нормальный вариант. Так что могу рекомендовать для тех, у кого все нормально с пронацией, не широкая нога, и кто хочет яркие кроссы, но при этом классику. Для тех они подойдут. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, дизлайки, также задавайте вопросы, буду с радостью на них отвечать. А я погнал снимать дальше видео. До новых встреч!